Уважаемые друзья и потенциальные враги, для начала хочу представиться. Я Алекс Батлер, гражданин Канады, живущий в США. Моя профессия – наука. Главным образом в сфере обществоведения, которая включает такие ее подразделения, как философия, мировые и международные отношения, экономика, социология, политология, страноведение и религиоведение. Мной написано несколько сотен статей и 3 десятка книг и монографий на различные темы. Некоторые из них изданы в России под именем Олега Алексеевича Арина. Это мой публицистический псевдоним. Итак, в чем причина выхода моей персоны на YouTube? На этот вопрос сразу же отвечает само название моей страницы – «Мифы и реальность». Это название не случайно. Дело в том, что всю свою жизнь я посвятил науке, поиску объективных истин, которые впоследствии воплощаются в закономерностях и законах природы и общества. И в определенной степени преуспел в этом, что позволяет мне делать почти 100% прогнозы в сфере мировых и международных отношений, а также в сфере внутренней политики значимых государств мира. Ну, это понятно. США, КНР, Япония, Россия. Когда же погружаешься в современное информационное пространство через интернет, то начинаешь сталкиваться просто с лавиной ложных представлений, мифами, косвенными и откровенными фальсификациями. И хотя такая, с позволения сказать, информация характерна почти для всех стран, но в России она просто зашкаливает. Особенно на этом поприще активны так называемые патриоты своей колокольни. Именно они начинают приписывать, скажем, Пушкину или Есенину патриотические стихи, которые они не писали. Иные, так сказать, специалисты стращают сограждан предстоящим апокалипсисом, ядерной войной, которую, дескать, намерены развязать США. Причем такие страшилки распространяются не только очевидными дилетантами из народа, но и лицами с научными регалиями, вплоть до званий академиков. Полузнайки и невежество вообще захватило информационное пространство. Повторяю, не только в России, но в России особенно. И нередко такие пропагандисты совершенно серьезно отстаивают свои мифы. Надо знать, что иллюзия знаний более опасна, чем простое невежество. Целью моих выступлений на YouTube как раз и является разоблачение таких мифов, откровенной лжи и мистификации. С одной стороны, с другой показ реальности, очищенной от всей этой придуманной шелухи. Я предполагаю разделить свои выступления на 3 главных тематических блока. Первый относится к мировым и международным отношениям. В рамках этого блока, помимо отдельных выступлений по тем или иным конкретным проблемам, будет прочитан курс лекций. Второй блок посвящен темам литературы и искусства. Хотя эта сфера не относится непосредственно к моей профессии, но ей я вынужден уделить немало времени. Во-первых, потому что моя жена, будучи художником и поэтом, так или иначе вовлекает меня в свое творчество. А во-вторых, в этой сфере также столько наворочено и мистифицировано, что они не должны остаться без разоблачений. Третий блок будет относиться к религии. Она стала вновь занимать громадное место в жизни людей, опять же, особенно в России. И поэтому эту сферу просто невозможно оставить без внимания. У меня нет иллюзий, что мои выступления окажут реальное воздействие на интернетовскую публику. И что те, кто прослушал мои выступления, изменят свои позиции или взгляды. Но попытаться я обязан.
по крайней мере, совесть моя будет чиста. Спасибо за внимание.